Недавно Трамп объявил, что они будут продавать визы по $5 миллионов. Есть такая мысль, что это билет в безопасное место, так как сейчас мир все-таки, кажется, катится какой-то Третьей мировой, и совсем все будет плохо. Вот $5 миллионов виза, это будет такой билет на остров, где будет все хорошо и где ничего не случится, а весь остальной мир будет полыхать. Как вы думаете, мы в этом направлении как-то двигаемся? Я думаю, что это плохое вложение, потому что за $1 миллион можно купить место на корабль, который строится где-то в Тибете, в преддверии всемирного наводнения. Помните фильм 2012? Да. Там, по-моему, €1 миллион входной билет. Но это, мне кажется, из той же серии. Да. Вот, я могу только одно рассказать, что, помнится, лет 20 назад был я в Канаде. Так, наверное, это Торонто было. И меня удивило, когда вот местный священник возил меня по городу, огромные комплексы медицинские, университетские кампусы, здания, да, причем явно несоразмерно размерами самого городка и его потребностям. Я спросил, что это такое, почему. Он сказал, это запасной Израиль. Если на Ближнем Востоке проект Израиль будет закрываться под давлением мусульманских соседей, то, соответственно, вот различные еврейские фонды, они создают здесь запасной аэродром, куда можно переехать. Вот, так что, скажем так, я не думаю, что США самое спокойное место на свете. Там огромное количество своих внутренних проблем, включая и, прежде всего, конечно, это вопрос между, скажем, англосаксами и латиноамериканцами, да. Вот, поэтому не думаю, что это было бы самое безопасное место. Канада гораздо безопаснее в этом смысле, стабильнее. Вот, ну, в общем, нет. Может, Гренландия? Да, есть конкурирующий ведь проект еще. Это у конспирологов-то. Наши церковники в России и люди типа Глазьева, они же твердят, что это война-то в Донбассе, это не случайно. Это же новые хозяева, понимаете. Это мировые евреи, они решили, что им, опять же, нужен запасной Израиль, и нужно выжечь эту землю, всяких там славян, гуев оттуда выгнать. А после этого на опустошенную землю переедут евреи из Израиля. Это вот на полном серьезе, понимаете, у всяких там глазевых компаний на православных сайтиках это вот постоянно пишется. В Радоне же. Ну, да, у нас был такой Кузьма Скрябин, музыкант. Он в свое время, когда был живой, он ездил по Украине после 2014 года и говорил, что очень все это похоже на то, что украинский народ просто хотят истребить на самом деле. А дело не в какой-то там русском мире даже, что просто очищают землю. Вот, и после этого он как-то погиб непонятно при каких обстоятельствах. Естественно, отбор работает. Еще очень часто говорят, что Запад готов воевать до последнего украинца. Но это означает, что Россия готова перебить всех до последнего. Ну, это ведь лозунги российской пропаганды. Это Запад так не говорит. Да. И близко. Вот. Поэтому это обычный хейтинг, обычно военное дерьмо, военная пропаганда. Но, в принципе, это вот, готовы идти, как бы реально до конца какого-то? Или это просто фигура речи? Мы это сами видели, что, например, когда Путин начал активно трясти ядерную дубинкой, то тут же министр обороны США Миллер вступил в контакт с московским генштабом и так далее. И, Арестович вообще уверяет, что после этого именно американцы надавили на Зеленского с тем, чтобы, и на Залужного прежде всего, чтобы украинцы наступали на заведомо дохлом направлении. Отказались от перспективных направлений, и поэтому застряли на минных полях. А что вы думаете вообще про Арестовича в целом? Он просто сейчас очень как-то... Зачем мне про него что-то думать, я не понимаю просто. Но он сейчас очень такой стал видный, скажем так. Дай бог ему здоровья, не знаю, нет, это... Хорошо. Еще одно из таких, я не знаю, пропаганда это или что,
Есть такое мнение, что война очищает. Вы как думаете, это вообще как бы в какой-то хотя бы теории это возможно? Ну, теории любые можно придумать, но есть очень интересное отличие современной военно-церковной риторики от того, что было в истории православной церкви. А вот я читаю письма Феофана Затворника. Это времена русско-турецкой войны последние, да, в XIX веке. Или смотрю церковную публицистику, церковную епархиальную прессу времен Первой мировой войны. Не говоря уже о древнерусских летописях. И там лейтмотив, что война – это зло, но оно попущено Богом из-за наших грехов. То есть каленым железом Господь прижигает наши раны, наши грехи. Вот сегодня этого напрочь нет. Вы у патриарха Кирилла такого не увидите. То есть для него табуирован разговор о своих грехах, о грехах возглавляемой церкви. Он может про грехи Хрущева рассказывать или там Ленина, Троцкого, вот, но не церковников, да. Вот, и уж тем более ни в коем случае путинская Россия, она ни в чем не может быть грешна и ошибочна с точки зрения патриарха, да. Поэтому это очень важная тема, что за наши грехи Господь вот, он приводит нам такие бедствия, она ушла в весьма растворенном виде, мягком, она превращается в маразматические проповеди военных священников о том, что, понимаете ли, нашу победу отделяет то, что солдаты ругаются матом. Это я не придумываю, это говорит главный поп СВО. То есть есть такая должность, главный военнослужащий сил специальной военной операции, Василенков, кажется, да? У него есть телеграм-канал на войне, и вот он там вот прямо пишет. Это очень интересно. То есть священники, которые стали капелланами на зарплате, они только в одном аспекте позволяют себе критиковать жизнь той структуры, в которой они оказались. Это вот матом господа офицеры ругаются, и солдаты тоже. Это нехорошо. Все остальное нормально. То есть все было бы хорошо, только вот матом перестать. Да. И так они приедут как бы чистенькие, никаких ПТСР, ничего такого не будет. Да. Вот. А потом, надо сказать, что это еще акцент на мате, он же базируется на псевдонаучном тезисе оккультном, потому что восходит это. Дальше эти попы этому учатся у митрополита Мурманского, который глава Синодального совета по физкультуре, по взаимодействию с спортсменами. А он такой странный товарищ, я сейчас не вспомню его имя, Митрофан, кажется, митрополит Мурманский. Вот, он на этом помешан совершенно. Что вот даже там Курск из-за этого утонул, за Матюгов, там у него книжка есть на эту тему. Но этого мало. Значит, там дальше идет речь о том, отсылки идут к тому, что якобы, когда человек ругается матом, то генетика страдает. Понимаете, хромосомы прыгают с места на место. Все ужасно получается. И еще, опять же, из его опусов я вычитал замечательный рассказ о том, что, оказывается, вот на Куликовском поле там все не так просто было. Челубей, противник Пересвета. Сразу скажем, что Челубей нигде ни в каких источниках исторических не упоминается. Это очень позднейшая сказка. Вот, как, соответственно, и монашество Пересвета. Это тоже через 100 лет только после битвы начинает появляться в церковных хрониках, где самореклама понятная. Вот. И про Челубей ничего не известно. Но вдруг мурманский митрополит начал заявлять, что, знаете, вот один монах путешествовал по Тибету и был удивлен, что однажды он упомянул имя Пересвета в разговоре, и тибетские монахи пришли в ужас. Потому что в их легендах это самый страшный враг, самый страшный колдун на свете, потому что он победил их Челубея. Что-то я такое слышал. Вы упомянули, что такие вот войны попускаются или посылаются Богом. То есть тогда, получается, Бог может быть источником каких-то таких вещей. Мы же в войну не можем? Может. Всерьез. Во-первых, есть, слава Богу, пророк Исаия, «А здесь Бог творяй благая и зиждяй злая». Вот, это есть, да. Есть войны Ягва, это термин библеистов. Войны Ягва, войны Ветхого Завета, весьма и весьма жестокие. Так что вот вообще исключать этого нельзя. То есть... Понимаете, если мы принимаем декларацию о божественной свободе, если мы верны апофатике, то мы должны это сделать, то тогда, значит, Бог свободен от того, чтобы всегда следовать нашим представлениям о добре и зле. И Бог Ветхого Завета, да, и это важно, потому что это свобода от наших представлений,
о том, что правильно, что неправильно, с одной стороны, позволяет Богу миловать там, где закон велит казнить, и в этом надежда нашей веры. Но, с другой стороны, мы видим, что иногда божественные кары бывают несоизмеримы с тем, что кажется нам проступком. Вспомним историю Анана из Ветхого Завета. Где тут справедливость? Ну, тогда получается, что, допустим, такие термины, как священная война, или что война вообще это может быть хорошо, это так? Вопрос в другом. Это вечная болячка христианской совести. Мы, с одной стороны, признаем авторитетность Ветхого Завета, с другой стороны, мы считаем, что он не совсем для нас. Что если бы Ветхий Завет был бы для нас во всей своей полноте, мы были бы иудеями. Если мы его отрицали, мы были бы еретиками-маркионитами. Вот. И при этом никакой внятной церковной формулы, общецерковной, вот что мы из этого Завета берем, а что нет, ее не существует. Скажем, любая наша бабушка-прихожанка, она с радостью процитирует какой-нибудь девушке, которая не так одета, что-нибудь из книги Левит. Проклята жена, которая носит мужскую одежду, а ты в брюках, девка, пришла. Да? Ну, ведь вот же стиха есть продолжение. Проклят муж, носящий женскую одежду. А простите, а что на мне сейчас надето? У меня, знаете, был замечательный случай. Я много-много лет не носил халат. А потом решил им завестись. Вот, халатик нашел, да. И вот одеваю я его, и вдруг сам поражаюсь, что я делаю. Я надеваю халат и захлопываю его на правую сторону, по-мужски. Я десятилетием при этом халат налево застегивал, да, подрясник. А когда надел светскую одежду, на автомате ее на эту сторону запахивал. И тут я понял, что я ношу женское платье на работе. Так вот, это вечный вызов, провокация к христианскому сознанию, что из Ветхого Завета для нас актуально, а что нет. Вот. И здесь разные конфессии христианские считают по-разному, но более того, и разные богословы в одной конфессии могут по-разному считать, и в разные эпохи, и в разных контекстах. Один даже из святых отцов может считать, что вот это вот авторитетная заповедь Бога из Ветхого Завета мы должны исполнять, а другой скажет, что нет, извините, это не так. Мы до сих пор староверами ругаемся нашими по тому, можно есть осетрину или нет. Или что там еще, кролика. Да, они считают, что это все вот запрещено в Ветхом Завете, не парнокопытное, не жвачное, но не такое, как коровка, поэтому нельзя до кролика есть. Или зайчатину, да, зайчатину у них нельзя есть. Рыбу без чешуи нельзя есть. Икру, между прочим, у них тоже нельзя есть. Вот. И у них на это есть библейские ссылки. Внятного общецерковного собора, который это отменил бы, нету, да? Поэтому это дело вкуса. Принимать это или нет. Ну ладно, кулинарные пристрастия – это одно, а вот вопрос этический очень серьезен. Потому что мы живем в раскоряку. Христианское общество все 2000 лет живет в раскоряку. Ну, если не все 2000, то хотя бы со времен императора Константина. Отдельные личности действительно в Новом Завете и живут по-евангельски. А большинство, и церковь как народный организм, и тем более государственный, конечно, живет по Ветхому Завету. Тут у нас и суды, и деньги, и проблемы имущества, и споры из-за недвижимости. И чего-то только нет, включая войны. Причем иногда эти войны в истории России велись из-за владения епархиями именно. Даже не просто земными князей, а владения епископов именно. Вот. Так что, поэтому, скажем так, богослов, который пожелает придать текущей войне священный характер, найдет для этого массу прецедентов. Вот. А тот, кто скажет, что нет, не может быть у христиан священной войны, тем более между собой, но он всегда будет обречен на статус юродивого. Вот. Он не наш, он предатель, он ничего не понимает и прочее. Вот. Интересно, что вот даже... Причем, понимаете, опасность какая, что когда религиозный проповедник берется подводить религиозный фундамент под войну своего царя, он неизбежно в риторическом запале или в услужническом, сервилистском запале, он доходит до пределов.
И, соответственно, объявляет противников своего царя, объявляет их сатанистами. Вот. И если, когда, скажем, Московия воевала с турками, это еще как-то можно было понять. Вот. Но когда идет война, скажем, у Петра I со шведами, и шведов объявляют сатанистами, антихристами, да, или через 100 лет Наполеона объявляли антихристом, и так далее, было послание Синода. Причем там был позор, потому что сначала Синод принял это послание, а буквально через год император Александр наградил Наполеона, назвал Наполеона братом, и в Тильзите с ним обнялся, и высшим орденом апостола Андрея его наградил, да. Конфуз, однако, вышел, да. Вот. Так что религиозная проповедь войны, освящение войны опасна тем, что вот эта возгонка происходит мгновенно до обвинения в сатанизме. А дальше ведь из этого следует, что с сатаной уже нельзя примиряться. Любой православный знает аскетическое учение о том, что помыслы нельзя даже принимать. К рассмотрению даже их принимать по большому счету нельзя. Нельзя любоваться ими, задуматься с одной стороны, с другой. Надо гнать в шею сразу. Нельзя мириться со злом. Если мой противник объявлен сатаной, то какое тут прекращение огня? Какое тут перемирие? Это же невозможное дело. Так, а есть какая-то вот, я не знаю, истина, что ли? Я вот просто недавно разговаривал тоже со священником, он, в принципе, говорит, что Путин сделал то, что он должен был сделать. То есть себя церковь как-то неправильно повела, потому что начала там священная война это все называть, а Путин сделал как бы, то есть, а есть какая-то истина? Не поняла, можно почему это Путин сделал то, что должен делать? там вот это вот НАТО приближалось, отстаивать какие-то ценности. Нет, извините, превентивная война – это преступление и это грех. Из-за того, что тебе кажется, ты не можешь стрелять первым. Мне показалось, что вот они сейчас могут ворваться в мою квартиру. Пусть даже они с улицы кричали, что мы тебе придем сейчас и так далее. Это не повод вынимать автомат Калашникова и стрелять в них. Пока граница не нарушена, терпи. Ругайся, если хочешь. Звони в полицию и так далее. Да, применяй санкции, но не стреляй. Очевиднейшая вещь. Почему ее вдруг здесь забыли? Понимаете, как будто мы в каком-то там 17 веке, когда, скажем, царь Алексей Михайлович объявляет войну в 1653 году, идет войной на Польшу, война за Смоленск, то среди причин, почему он не может усидеть дома, ему обязательно надо пойти и сжечь литовские земли, белорусские, да, это то, что, понимаете ли, там, в этой Польше, стали издаваться какие-то книжки, где вот его титул неправильно пишется. И всякие хулы на меня, на моего родителя возводятся. Значит, вот то, что точно так же через несколько десятилетий его сынок Петр Алексеевич точно так же оправдывал начало Северной войны, которую он начал. Это не Карл XII напал на Петра, наоборот. И опять же Петр в оправдании войны говорит, а меня в Риге встретили не так, когда я там и с визитом инкогнито был, меня не по-царски там встретили. И это повод для войны, которая там на 20 лет затянулась. Вот, то есть повод для войны можно придумать всегда. Вот. Но умный-то правитель тем отличается. Правитель даже не то, что умный, а в рамках закона, который действует. Вот он понимает, чего нельзя. Вот тот же Сталин, да, вот, он понимал, что война, да, вполне вероятно, с той же нацистской Германией и так далее. Видно, что уже немецкие войска границы, но у него категорический приказ ни в коем случае. Дайте ему напасть первым. Потому что иначе Советскому Союзу будет трудно найти союзников, а одному выстоять будет очень сложно. Да. Вот такой сталинской выдержки, как ни странно, Путину не хватило. Впрочем, на Россию никто нападать-то не собирался. И все это такие сказки. Слушайте, мы увидели, какова великая сила НАТО. Они снарядов найти скрести не могут. На небольшой региональный фронт. Понимаете? На 4-м году войны снарядов нет. Их не было все 3 года. Производства нет. Такая страшная НАТО, понимаете? Да. То есть это тот случай, когда ребенок сам нарисовал какую-то такую глубокую куздру, сам же ее испугался. Нельзя потреблять продукты собственной жизнедеятельности. Насрал – не ешь. Напропагандировал – сам хотя бы не питайся этим. Не созиждется все наше православие, вся наша церковь на страхе, на вот этом каком-то запугивании, на какой-то мистике, что где-то какие-то сатанисты, где-то какое-то зло, против которого нужно бороться. И
Но это не все. То есть у Иоанна Лествичника размышления известны о 3 видах страха. Вот. Есть страх раба, страх наемника, страх сына. Раб знает, что он будет избит, если наслушается воли господина, и поэтому, чтобы не быть избитым, он работает, исполняет волю его. Наемник, он более свободный человек, его не побьют, но его лишат зарплаты, если он не сделает, поэтому он работает из-за этого страха, лишится денег. А сын знает, что он все равно по-любому наследник, но он боится оскорбить любовь отца. Вот по Лествичнику это так, да. Поэтому, соответственно, говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Вывод такой. Кончается это слово Иоанна Лествичника. Вот, так что, да, конечно же, страх есть и должен быть в религии. Бог – это не... Мы, входя к Богу, входим в пещеру с тигром, а не к ручному котенку. В корзинку лезем. Бога приручить нельзя, на поводке Бога вести нельзя. Это Бог. Левиафан и бегемота в книге Иова выгуливает на поводке. Вот. Да, так что Бог нам не подручен. В этом есть, говорю, и надежда наша. Вот. Но, соответственно, и должно быть уважение, потому что Бог действительно не обязан являться по моему приказу, исполнять все мои хотелки. И действительно Бог может и вразумить меня таким способом, которого я для себя не хотел бы. То есть Бог может быть реально бичом, там, какую-нибудь войну устроить? Думаю, что да. Я, честно говоря, думал, что вы как-то по-другому все скажете, что Бог Отец, любовь, там, все такое, и что все люди виноваты. Это не снимает вину с людей, естественно.